Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем создавать выкройку вот такого интересного корсета с высокими углами. Работать я буду с выкройкой нашей школы «Классический удлиненный корсет». Итак, срезаем с выкройки все припуски на швы. Переносим выкройку корсета на лист бумаги, таким образом, чтобы метки линии талии на всех деталях находились строго на одной линии. Итак, по центру переда поднимаем линию вверх, отмечаем на ней 1,5 сантиметра. И соединяем эту точку с вот этой точкой. Затем делим линию пополам и опускаемся на 1 сантиметр вниз. От центра переда проводим под прямым углом линию около 2 сантиметров и соединяем точки. Здесь у нас прямой угол обязательно. Далее создадим уголок. Откладываем в эту сторону 3 сантиметра. Поднимаем вверх линию на 3 сантиметра. И здесь у нас расстояние также 3 сантиметра. Вот здесь у нас будет уголок корсета. Здесь у нас линия бока. Чтобы вывести плавную линию от уголка к линии бока, поднимаем в этой точке на 8 миллиметров вверх. И соединяем точки. Теперь отмечаем желаемую длину корсета. Я возьму 8 сантиметров. На втором срезе детали также от линии талии отмеряем вниз 8 сантиметров и соединяем точки. Теперь я хочу изменить модельные линии корсета. Я хочу, чтобы центральная деталь переда была более узкой внизу. Я сделаю ее шириной 3 сантиметра. И теперь от линии под грудью проводим линию к новой точке. Вот наша новая центральная деталь корсета. Но что же делать с остатком от этой детали? Мы его переносим на листок кальки. Обязательно отмечаем линию талии. Теперь мы этот кусочек должны присоединить ко второй детали корсета, обязательно совместив метки талии. Обводим. Так. Здесь, когда линия начинает изгибаться, мы вот так вот постепенно совмещаем участки и намечаем линии выкройки. И вот таким простым способом мы присоединяем отрезанный участок от первой детали ко второй. Отмеряю от талии вниз 8 сантиметров. И ширину второй детали я хочу сделать 4,5 сантиметра.
И теперь провожу произвольную линию. Я буду делать ее изогнутой. Вы можете сделать по своему усмотрению, можете сделать ее прямой. Вот так. Теперь вот эту часть от второй детали мы будем переводить на кальку. Обязательно ставим метки талии. И добавляем эту часть выкройки к третьей детали. Обязательно совмещаем метки талии. Вот так постепенно продвигаемся, перерисовывая деталь. Вот новый контур третьей детали переда. Так, пронумеруем детали переда. Первая деталь со сгибом, вторая и третья. Вот ее контур. Также мы можем уменьшить высоту спинки на 1,5-2 сантиметра. Под прямым углом к центру спинки проводим линию около 2 сантиметров, делаем прямой угол и проводим плавную линию от этой точки. Измерим по срезу, на какое расстояние мы опустились на этой детали, и переносим такое же расстояние на вторую деталь. Соединяем точки. Линию низа рисуем по желанию. Я хочу, чтобы бок корсета начинался на линии талии и переходил в уголок. Вот так. Теперь измеряем длину среза от талии на этой детали, на третьей. Так, у нас получилось 5,5 сантиметров. И переносим это значение на вторую деталь. 5 и 5. И теперь от новой точки рисуем нижний срез. Вот так. По центру спинки опускаем линию на 4 сантиметра вниз. Будем вот так закруглять. Обязательно здесь прямой угол около 2 сантиметров. И от этой линии начинаем закругление. Измеряем расстояние на этой детали 3 сантиметра. Переносим это же значение на вторую деталь 3 сантиметра и соединяем точки. Обязательно для лучшего сопряжения деталей бока, переда и спинки нужно сделать прямой угол, линию около 2 сантиметров и от нее уже ввести нижний срез. Пронумеруем детали спинки и вырезаем выкройку нашего нового корсета.
Обязательно сложите детали переда по вырезу и проверьте, красивый ли получился у вас вырез. И на этом этапе можно подкорректировать выкройку. Рисуем долевое направление ткани на всех деталях, строго перпендикулярно линии талии. И теперь добавляем припуски на швы по 1 сантиметру по всем сторонам деталей. Вот так выглядит наша новая выкройка корсета с углами. И вот такой прекрасный результат моделирования у нас получился. Выкройку классического корсета, с которой я сегодня работала, вы можете найти на сайте нашей школы шитья. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.